Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание черной полосе и поговорим о том, как вы можете избавиться от черной полосы в своей жизни. Далее в этом видео обязательно досмотрите его до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будут полезны и важны. Вы знаете, очень часто многим начинает казаться, что неудачи, проблемы, невзгоды никогда не закончатся. А беды словно преследуют одна за другой. И такое время, к сожалению, многие из нас называют именно черной полосой. Поэтому, если вы чувствуете, что несмотря на все усилия, неприятности все-таки не заканчиваются, значит пришла пора скорректировать свой жизненный путь, и это нужно сделать, постараться только в лучшую сторону. В первую очередь вам нужно понять, почему все эти беды, проблемы, невзгоды случаются именно с вами. Возможно, ваше биополе подверглось чужому мощному воздействию. Если ваша энергетическая защита слаба, иногда достаточно одного недоброго взгляда, и в самом скором времени трудности словно притягивают за собой все новые проблемы. В таком случае свою защиту можно укрепить сильными талисманами и оберегами. Не помешают вам здесь и ритуалы на удачу, практики, заговоры и, конечно же, ритуалы, обряды на избавление от неприятностей. Помните, что подобное тянется к подобному, поэтому постарайтесь вытеснить из своей жизни весь негатив. Когда первые шаги будут сделаны, жизнь сразу начнет меняться. Сила позитивной мысли против череды неудач, и для того, чтобы черная полоса прекратилась, важно сразу настроиться на решительные действия. Злые силы, они чувствуют себя безнаказанными и всевластными, когда видят вас опустившими руки. Поэтому смело взгляните в лицо проблемам и четко сформулируйте про себя, что вы готовы побороться за лучшее. Эту мысль надо повторять почаще. Можно даже записать ее в свой ежедневник, чтобы напоминать себе о своем решении. Привлекайте обязательно к себе положительную энергетику. Делайте добро и оказывайте помощь людям вокруг. Не делайте этого в ущерб себе или в качестве одолжения окружающему миру. Пусть добро будет небольшим, но идти оно обязательно должно от сердца. Поступая таким образом, вы дадите понять высшим силам, что вы не злы, и все равно вы выберетесь из череды определенных проблем и испытаний. И для того, чтобы помочь себе, вы это можете сделать при помощи простых обрядов и ритуалов. Но не ожидайте, что сразу после них рог изобилия прольется над вами. Однако вы сможете стопроцентно укрепить свою защиту, привнеся в нее положительные потоки энергии. И существует определенный сильный ритуал, который в старину именно проводили у заброшенного колодца. В современных условиях для этой цели подойдет любая сточная яма или канава. Хорошо подойдет открытый канализационный люк. Только, пожалуйста, убедитесь, что внизу никого нет. Итак, найдя подходящее место, дождитесь, пока никого не будет вокруг. Затем посмотрите вниз на сточную воду, сплюньте туда и четко скажите следующие слова. «Горе, горе, уходи, откуда пришло». Затем быстро, не оборачиваясь, возвращайтесь домой. Только, пожалуйста, ни с кем не разговаривайте и не останавливайтесь. Это важная часть данного ритуала. Так вы оставите все свои беды и печали в прошлом. Обязательно всегда избавляйтесь от негатива в своей жизни. Помните, что даже в безысходной ситуации, как правило, можно найти решение. Пользуйтесь обязательно помощью простых
но эффективных практик для того, чтобы защититься от дурного, от злого. Не отказывайте себе возможности расстаться с неприятностями навсегда. Обязательно берите жизнь в свои руки, как бы вам не было сложно, не было тяжело. Да, вам, когда вы начинаете просить защиту у высших сил, у ангела-хранителя, вам начинают появляться определенные сигналы, определенные подсказки. Но если вы будете заняты в своих проблемах, будете постоянно ныть, находиться в депрессии, будете расстроены всем, то в вашей жизни, к сожалению, никогда ничего не получится. Поэтому, когда на вас настигают какие-то проблемы, настигает черная полоса, сразу останавливайтесь, просто остановитесь, сядьте в тишине, чтобы вас никто не тревожил, вам никто не мешал, выключите телефон, можете включить какую-то музыку с релаксом и начните думать, что вы делаете не так, что вам нужно изменить в своей жизни, почему именно те или иные ситуации происходят, возможно, они повторяются время от времени. За один раз вы не узнаете и не получите ответ, потому что чем ниже вы находитесь в своих вибрациях, тем вам сложнее разбираться. И помните, что кроме вас, к сожалению, никто это не поймет, никто не узнает. Да, могут появляться люди, которые вам могут подсказывать, но когда вам люди подсказывают, это не значит то, что вот именно это возможно только так и не по-другому иначе. Вы просто должны взять себя в руки, разобраться в себе и только после этого двигаться вперед. К сожалению, очень часто мы зацикливаемся на многих проблемах, на многих неудачах. И знаете, нас как трясина, она берет, тянет, 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 и мы с этой трясиной что-то уходим вниз, все ниже и ниже, какие-то в серые тона, в грязь энергетическую. Не нужно этого. Начните хотя бы с себя, начните сделать генеральную уборку в квартире, в своем доме, сделайте ревизию вещей, посмотрите, что у вас на кухне, во всех ваших шкафчиках происходит. Начните принимать ванны, душ. Очень много различных практик, которые нужны для того, чтобы очиститься от негатива, от сглаза, от каких-то проблем. Проводите, не бойтесь, и вы увидите, как ваша жизнь постепенно, потихонечку начнет восстанавливаться. Помните, пока вы не начнете работать над собой, у вас ничего не начнет происходить. При этом вас даже высшие силы, именно негативные силы, будут пытаться постоянно испытывать. Только у вас что-то начало получаться, потом бумс, еще, знаете, как на 2-3 этажа ниже упали. Вы расстроены, вы в депрессии, вы в слезах. Не нужно этого делать, это проверка вас на прочность и понимание высших сил то, насколько вы усвоили тот или иной урок.